мне на перемене подошли с вопросами. Я полагал, что это понятно, но вот еще раз я скажу. В том предыдущем примере, когда я писал xn, ну я, естественно, считал, что xn это обозначение n-того элемента моей последовательности. Да? Понятно. Ну и еще был вопрос, как это мне так удалось представить xn плюс 1 как единичка на q на xn. Ну опять же, что такое xn плюс 1? Это единичка на q в степени n плюс 1. Это единичка на q в степени n на единичка на q. А это, вы понимаете, как раз xn и есть. Так, ну вот. Можно такой вопрос? Да. На правой доске рассматривается именно последовательность или конкретный момент? А какая разница? Из чего состоит последовательность? Из конкретных элементов. Вот у нас есть последовательность xn. У нее вот, ну, в нашем примере вот такие элементы, да? Вот мы ее и рассматриваем. Можно это назвать последовательностью, можете это назвать просто набором элементов, бесконечным. Да? Главное, что они вот именно такие, потому что они себя так ведут. Еще вопрос. Можно еще? Да. А вот насчет убывающей, да, как мы поняли, что она убывающая, вот мы получили 1 деленное на q, да? Ну вот оно убывающее. Смотрите. xn больше, чем xn плюс 1. Да? И если это отметить на картинке, вот это вот x1, да? x1. А это x2. Он будет каким? Он будет меньше, чем x1. Где-то будет здесь. Правильно? Так же? Ну давайте я в другую сторону напишу, как вот здесь было написано. xn плюс 1 значит, меньше, чем xn. Вот эта единичка, это двойка. Правильно я написал? А x3 где будет? А x3 находится левее x2. Правильно? Тут будет x4 и так далее. Убывает? Убывает. Но не просто убывает, а еще ограничено нулем. Вот именно благодаря этому мы можем применить нашу теорему. Если бы оно убывало на минус бесконечность, то понятно, конечного предела нет. Хорошо, еще вопрос. Значит, мы теперь рассматриваем уже такой случай. Такой случай. Ну и вот я специально ничего не стирал. Давайте мы посмотрим, как такие же рассуждения нам позволят доказать, что и эта последовательность, когда q больше единицы, тоже будет иметь конечный предел, и более того, он тоже будет равняться нулю. Ну вот, я теперь под xn понимаю, конечно, вот эту формулу. Значит, я хочу доказать, что моя последовательность убывает. И записываю такое отношение. Теперь вместо единицы приходится писать величину, зависящую от n. Так? xn это будет n поделить на q в степени n. А xn плюс 1 что будет? Да, вот я должен все эти n заменить на n плюс 1. Значит, n плюс 1 поделить на q n плюс 1. Так, ну и теперь уже немножко надо будет по-другому, да? n плюс 1 поделить на n, у меня еще появится такой множитель. Да? Появится еще такой множитель. n плюс 1 поделить на n, ну а это единичка на q. Ну и, честно говоря, конечно, сказать, что это обязательно меньше единицы, я не могу. Я не могу. Потому что, скажем, для n единицы это будет 2 деленное на q, а 2 деленное на q из того, что q больше единицы, это, в общем-то, не обязательно будет меньше единицы. Но, что можно сказать о пределе? Что можно сказать о пределе этого выражения, когда n стремится к бесконечности? Это стремится к единице, а это константа. Это стремится к единичке, деленной на q. То есть предел действительно будет меньше единицы. Предел действительно будет меньше единицы. Вот у меня единица. Вот у меня единичка на q. Это предел. Это предел.
Ну, а что такое предел? Это означает, что какую бы мы окрестность не выбрали, в ней будут располагаться все эти значения, кроме какого-то конечного числа этих начальных значений. То есть вот, если мы выделим окрестность, которая не содержит единицу, все значения xn плюс 1, xn плюс 1 деленное на xn, все значения, за исключением какого-то конечного числа, будут располагаться здесь. Правильно? По определению предела. Как это еще можно написать? Можно написать так, что найдется такое n натуральное, что для любых n больших n, xn плюс 1 деленное на xn будет меньше единицы. Согласны? Они все будут попадать вот сюда, в некоторую окрестность единицы на q. Единица на q строго меньше единицы, поэтому я всегда могу взять окрестность, которая целиком лежит левее этой единицы. То есть сказать, что эта оценка справедлива для любого n, я не могу. Не могу. Но мне это и не надо. Вот. Я получил, что начиная с некоторого номера, моя последовательность является убывающей. Вот. Я там использовал букву n нулевую. Да? Начиная с некоторого номера, моя последовательность обязательно будет убывающей. Может быть, начальное количество элементов не будут удовлетворять условию убывания, но начиная с некоторого номера, это будет обязательно так. Начиная с некоторого номера, xn плюс 1 будет строго меньше xn, ну, значит, последовательность будет убывающей. А наша теорема справедлива и в этом случае. Нам не обязательно, чтобы все элементы образовывали убывающие. Главное, чтобы начиная с какого-то момента это выполнялось. Итак, x убывающее, давайте напишем, начиная с некоторого номера n0, x убывающее, начиная с некоторого номера n0, ну и, разумеется, ограничено снизу. Ограничена по-прежнему снизу она нулем. Все ее элементы не отрицательные. Ну, собственно, и не нулевые. И это уже означает, по нашей теореме, что наша последовательность тоже имеет конечный предел. Существует предел нашей последовательности. Существует предел нашей последовательности. Теперь давайте посмотрим, как тем же приемом доказать, что предел равняется нулю. Начинаем с последовательности xn плюс 1. Мы знаем, что предел равняется а. Расписываем, что такое xn плюс 1. Это вот такое выражение. Ну, а теперь я хочу это преобразовать. Смотрите, вот в этом неравенстве, которое мы получили. xn плюс 1 деленное на xn равняется n плюс 1 поделить на n единичка на q. Мы уже такую цепочку вывели, да? Но это означает, что xn плюс 1 просто. Давайте я просто xn переброшу. xn плюс 1 просто равняется вот такой формуле. n плюс 1 поделить на n, умножить на единичку на q и умножить на xn. Ну, это, конечно, получилось длиннее, но значит, я могу написать n плюс 1, предел, конечно. n плюс 1 поделить на n, единичка на q, на xn. Предел
произведение уже 3 сомножителей. xn стремится к а, это мы знаем. Единица на q это константа, она, понятно, тоже стремится к единице на q. А вот эта дробь, мы уже этим пользовались, она стремится к единице. А предел произведения, если каждый сомножитель имеет предел, равен произведению предела, значит это равняется единичка на единичку на q на а. И вот, хотя у нас рассматривалась другая последовательность в этом примере, соотношение мы получили то же самое, что а равняется единичка на q на а. Ну и мы уже знаем, что отсюда обязательно следует, что а равняется, поскольку q единице равняться не может, она всегда больше. Так что таким же способом мы получили, что данная последовательность, вот эта уже последовательность, тоже стремится к нулю. Как это можно еще интерпретировать? Вот видите, числитель неограниченно возрастает. Да? Эта последовательность имеет бесконечный предел. Знаменатель тоже неограниченно возрастает, если q больше единицы. Причем знаменатель возрастает быстрее. Он подавляет своим ростом рост числителя. В пределе мы получаем 0. Так, в пределе получаем 0. Иными словами, показательная функция растет быстрее, чем линейная функция. Но на самом деле можно доказать более сильное утверждение. Я тут могу вообще написать любую степень альфа. Альфа больше нуля, любое вещественное число. Ну, мы знаем, что степень может быть дробная, да, какая разница. Так вот, даже если я здесь добавлю какое-то альфа, фиксированное, конечно, то предел данной последовательности тоже будет существовать и будет равняться нулю. Показательная функция растет на бесконечности быстрее любой степенной функции. Я могу взять альфа равно миллиону, то есть n в миллионной степени. А q я могу взять равное, скажем, 1, еще 0,0000, очень близко к единице. Так, единица плюс еще 1 миллион. И вначале, конечно, то, что я буду получать, будут очень большими значения. Да? Но в конце концов, начиная с некоторого номера, наша последовательность станет убывающей. Вначале это будет не так, но в конце концов наша последовательность станет убывающей. То, что она ограничена нулем, это снизу, это ясно. Ну, значит, все равно мы получим, что она стремится к нулю. Вначале она будет очень сильно расти, да, потому что возведите вы двойку в миллионную степень, возведите вы тройку в миллионную степень и возведите 1,0000 во вторую степень или в третью. Это будет почти единичка, да? Но вот в конце концов показательный рост подавит степенной. В конце концов он подавит, даже если q будет очень близко к единице, а альфа будет очень большой. Вот так. Хорошо. Еще один пример давайте рассмотрим. Значит, это мы уже доказали, этот факт мы выяснили. Теперь на основе этого факта уже немножко другим способом мы докажем следующее. Третий пример. Рассмотрим последовательность вот такую. Корень из n этой степени. Корень из n этой степени. Ну, тут никаких ограничений нет. Это будет последовательность единичка, корень из 2, корень из 3 третьего порядка, корень из 4 четвертого порядка и так далее. А
Оказывается, что эта последовательность тоже имеет конечный предел, но она вообще стремится к единице. Может, вы на практике уже это используете, да? Ну вот как это доказать? Здесь мы не будем применять явным образом нашу теорему, а мы воспользуемся уже доказанными свойствами второй последовательности. Значит, что мы хотим доказать? Что для любого эпсилона найдется такое n, что для любого n большего n корень n-той степени минус из n минус единицы будет меньше эпсилон. Правильно? Это просто по определению. По определению. Зафиксируем эпсилон. Зафиксируем эпсилон. Введем обозначение. Пусть q равняется единице плюс эпсилон. Ну, понятно, что q будет строго больше единицы. И значит, вот для этого q все наши факты, установленные для такой последовательности, являются справедливыми. Значит, последовательность n поделить на 1 плюс эпсилон в степени n стремится к нулю, когда n стремится к бесконечности. Так? Вот у нас 0, вот у нас единичка, и вот у нас элементы вот этой нашей вспомогательной последовательности. Ну, можно ее YN обозначить на секунду так. Если я возьму какую-то окрестность нуля, не содержащую единицы, вот этот факт означает, что все элементы YN, кроме какого-то начального количества, находятся в нашей окрестности. Да? То есть найдется такой n натуральный, что для всех n больших n большого, YN будет меньше единицы. Я даже модуль писать не буду. Согласны? Можно еще сказать так, что вот это соотношение будет, если я в качестве эпсилон возьму единицу. Правильно? Но я не буду брать вот так говорить не буду, потому что у меня эпсилон уже зафиксированное, оно немножко другое, оно относится к моей исходной последовательности. А это просто вот утверждение, которое вытекает из того, что вспомогательная последовательность YN стремится к нулю. Значит, все элементы, начиная с какого-то номера, уж гарантированно будут меньше единицы. Давайте запишем, что это означает. Значит, n поделить на единичка плюс эпсилон в степени n меньше единицы. Умножим на единицу плюс эпсилон в степени n. Получаем n меньше единица плюс эпсилон в степени n. Да? С другой стороны, никто мне не мешает написать, что это больше нуля. Нет, это плохо. Единицу напишу. Вот тут будет на самом деле меньше или равно, но опять же напишу. Это тоже выполняется всегда. И что я теперь сделаю? Я извлеку корень этой степени из всех частей моего двойного неравенства. При этом неравенство не изменится. Так, не изменится, потому что основание больше единицы. Тут корень из n этой степени, тут по-прежнему единица, а тут единичка плюс эпсилон. Ну, а эту единицу я могу еще оценить так, что это больше, чем 1 минус эпсилон, согласитесь, да? Видите? 1 минус эпсилон меньше корня n-той степени из n. И это, в свою очередь, меньше 1 плюс эпсилон. Единицу могу перебросить, получаю корень из n-той степени минус 1 меньше эпсилон и больше минус эпсилон. Ну и вот я как раз подошел к этой же самой записи с помощью модуля. И вот то самое n, для которого это выполняется.
Что мне надо было сделать? Для эпсилона подобрать такое n, что для всех n больших n выполняется такая оценка с модуля. Я рассмотрел вспомогательную последовательность, вот, в которой эпсилон фигурирует внизу. Он входит в определение q, которое больше единицы. Да? Эта последовательность стремится к нулю, как я уже знаю. Значит, обязательно найдется такое n, которое, естественно, строится по эпсилон, потому что эпсилон входит в определение последовательности y. Что для всех n больших, n большого, моя последовательность будет меньше единицы. Стремится к нулю. Я записываю это явным образом. Вот это первое, что я записал. Потом преобразовал. Записал еще, что n больше или равно единице. Извлек корень этой степени. Тут еще оценил снизу величиной 1 минус эпсилон. И получил окончательно ровно ту оценку, которая мне нужна. А Q как мы будем производить? Вот это Q, понимаете? Вот это вот Q. Если я сказал, что Q это единица плюс эпсилон, то я могу вместо Q написать единица плюс эпсилон, правильно? Это же одно и то же. Я просто хотел это Q ввести, чтобы вы увидели связь с вторым примером. Вот тут же мы Q использовали, да? А в данном случае мы в качестве Q берем вот такое число. Единственное условие на Q, которое мы накладываем, это то, что оно больше единицы. Ну и понятно, что если мы напишем 1 плюс эпсилон, то это будет обязательно больше единицы. Значит, если я тут напишу 1 плюс эпсилон, вести себя эта последовательность будет так же, как и это. Да? То есть будет стремиться к нулю. Ну вот. Доказали мы, что такая последовательность стремится к единице. Так, ну, следующие примеры я доказывать не буду, я просто их приведу, а вы можете попытаться это сделать сами. Значит, такой пример. Тем более, что вы вполне возможно на практике это делаете. Вот четвертый пример. Четвертый пример. Более простая ситуация на самом деле. Я фиксирую подкоренное выражение, оно от n не зависит, но по-прежнему корень этой степени. Причем а произвольное число больше нуля. Тут не обязательно, чтобы а было больше единицы. Единица, кстати, это самый лучший случай, да, тогда просто тут константа 1, 1, 1. Ну так вот, стремится такая последовательность тоже к единице. А если А меньше? Меньше чего? Меньше единицы. Тоже будет стремиться к единице. Тоже будет стремиться к единице. А что такого? Корень квадратный, если меньше единицы, ничего страшного не будет, лишь бы не было меньше нуля. Так вот, это можно доказать таким же способом, как и предыдущее. Только здесь вам придется рассмотреть отдельно три ситуации. А больше единицы. А равно, это, конечно, самая приятная ситуация. И А меньше единицы. Причем А меньше единицы можно очень легко свести к уже рассмотренной ситуации, когда А больше. А вот А больше единицы, это вам пригодится, опять же, вот даже не этот факт, а факт вот предыдущий. Единичка поделить на q в степени n. Так? Тем более, что я могу... Ну, в общем, посмотрите. В общем, посмотрите. Да, прикиньте. А почему единичка, деленная на q в степени n, а не на единичка, деленная на просто n? Хотя мы... Ну, посмотрите, да, попытайтесь это доказать. Мы это обсудим в следующий раз. Как у вас там получится. Да? Вот. Дальше. Вот еще такой предел интересный. Q в степени n стоит теперь в числителе, а внизу стоит n факториал.
Ну, n факториал произведение всех чисел от 1 до n. Вот оказывается, что эта последовательность стремится к нулю, когда n стремится к бесконечности. То есть факториал растет на бесконечности быстрее, чем любая показательная функция. Из такой последовательности степенная, показательная факториал, самый быстрорастущий факториал. Вот это доказать можно тем же способом, который мы использовали при доказательстве второго. Ну, в точности. Вначале мы доказываем, что начиная с некоторого момента последовательность становится убывающей. Вначале она может расти, но потом она все равно неизбежно станет убывать. Ну, то, что она ограничена снизу нулем, это понятно. И после этого еще, уже когда мы доказываем, что предел есть, доказать, что предел равняется нулю. Вот это хорошее тоже упражнение. Посмотрите на то, как мы доказывали второй пример и перенесите доказательства на пятый. Ну какие вы? Меркантильные. Не знаю. От настроения моего зависит. Наверное, все же нет. Наверное, если и будут коллоквиумы, то вот те примеры, которые вы рассмотрели. И последний пример. Самый интересный. Шестой. Вот такая последовательность. Такая последовательность. Видите, как она себя ведет? Это и не степенная функция, и не показательная, потому что n у нас входит и в основание, и в показатель. Причем, видите, показатель неограниченно возрастает. А основание с такой же скоростью, как возрастает показатель, стремится к единице. Так что если мы формально перейдем к пределу в основании и в показателе, мы получим вот такую штуку. Да? Внизу единица в пределе, а вверху бесконечность. Ну, понятно, что это не будет ни единица, ни бесконечность. Так? Это неопределенность. Это такая же неопределенность, как 0 на 0 или бесконечность на бесконечность. В зависимости от конкретных формул, которые стоят здесь, или здесь, или здесь, ответы могут быть совершенно разные. Это неопределенность. Ну так вот, как раз именно такая неопределенность, вида единица в степени бесконечность, она раскрывается с помощью вот этого стандартного предела. Так вот, прежде всего утверждается, что такая последовательность имеет предел. Разными способами это можно доказать. Учитывая, что очевидно, эта последовательность ограничена снизу, все элементы у нее положительные. Если бы смогли доказать, что она монотонно убывает, ну, что бывает просто, то все было бы замечательно. Но, правда, она не является убывающей. Зато убывающей является вот такая последовательность. Вот если мы тут +1 напишем, а тут n оставим, какое было, то вот она является убывающей. Как это доказать? Ну, это хороший вопрос, как это доказать. Да? Несколько способов есть. Значит, надо рассмотреть вот такое, например, соотношение. Вот, и доказать, что это меньше единицы. Ну или что то же самое, xn минус 1 поделить на xn, что это больше единицы. Аккуратно записать формулы. И что нам в этом поможет? Нам поможет вот такое соотношение.
неравенство Бернулли, так называемое. На практике было? Нет. Ну вот оказывается, справедливо для любого альфа, которое больше минус единицы, справедливо неравенство. Давайте. Как это доказывается? Если это справедливо для любого натурального, да, то доказать можно по индукции. Доказать можно по индукции. Мы об индукции не говорили, но на практике у вас эта тема была. Сейчас и проверим, в какую сторону. Интересно. Чтобы доказать для любого n некоторое утверждение, нужно доказать две вещи. Некоторое утверждение АН. Надо первое доказать, что А от единицы истинно. И второе доказать, что если А от К истинно, то А от К плюс 1 тоже истинно. Вот математическая индукция. Если истинна посылка, это проверяется без всяких условий. А здесь мы вот этот факт не доказываем. Мы считаем, что это истина. И из него мы хотим получить этот факт. Вот если получим, тогда, значит, по принципу математической индукции мы утверждаем, что наше свойство справедливо для любого натурального. Ну и вот давайте неравенство Бернулли оценим, докажем по принципу индукции. Когда n равняется единице, это справедливо. Тут будет, значит, просто равенство. Когда вот здесь, значит, что мы должны написать? Мы считаем, что справедлива вот такая оценка истины. Это мы считаем, что истина. А доказать мы хотим, что вот это истина. И вот тут я напишу большой вопрос. Я просто всюду вместо К подставил К плюс 1. Истина это или нет? Как это доказать? Ну, простыми преобразованиями. Единичка плюс альфа в степени К плюс 1 в точности равняется единичка плюс альфа в степени К умножить на единичка плюс альфа. Правильно? Тут уж не поспоришь. Так, по нашему индуктивному предположению, единица плюс альфа в степени k оценивается такой величиной. Значит, это будет больше или равно единица плюс k альфа на единичка плюс альфа. Правда, вы скажете, если это неравенство справедливо, то в результате умножения на 1 плюс альфа оно останется справедливым? Оно останется просто потому, что, смотрите, альфа у нас больше минус единицы. Значит, 1 плюс альфа строго больше нуля. А если мы умножаем неравенство на положительный множитель, то неравенство сохраняется. Вот где как раз проявляется это условие, что альфа должно быть больше минус единицы. Ну, раскроем скобки. Единичка плюс k альфа плюс альфа плюс k альфа квадрат. Правильно? Единичка плюс k плюс 1 альфа плюс k альфа квадрат. Да. Вот эта часть в точности то, что нам нужно. Да? Вот, посмотрите. Это ровно то, что нам надо оставить. А это что? А это величина положительная. Положительная или в крайнем случае не отрицательная, если альфа равняется нулю. Такое тоже может быть. Значит, все это, последний шаг,
больше или равно единичка плюс k плюс 1 альфа. Вот с чего мы начали, и вот к чему мы пришли. Вот к чему мы пришли. Мы доказали как раз то, что хотели. Если это предполагать истинным, то истинным. Ну так вот, зачем мы это доказывали? Ну это само по себе полезное неравенство. Вот. И оно вам пригодится, когда вы будете исследовать убывание вот этой последовательности, когда будете исследовать это вот отношение x nt поделить на x n. Достаточно вам доказать, что она является монотонно убывающей, как вы сразу получите, что она имеет предел. Да, а вот что является пределом, это очень... да, кстати сказать. И последний шаг. Все-таки мы докажем, что это имеет предел, да? Но тут все просто. Смотрите, предположим, что у нее предел есть, да? Вот эта последовательность убывающая, начиная с некоторого номера. А что тогда про эту можно сказать? Ну, смотрите. Предел единица плюс единица на... Давайте я не буду предел писать. В степени n плюс 1. Я могу это представить в виде единица плюс единица на n в степени n умножить на единица плюс единица на n. Так? Я знаю, что это имеет предел, ну, равный какому-то там значению а. Я знаю, что это имеет предел, равный единице. Это совершенно очевидно. Но тогда этот сомножитель тоже обязан иметь предел. В конце концов, я могу просто это перебросить сюда и получить дробь. Да? И как раз эта дробь и будет равна пределу вот этого выражения. То есть он стремится к а, деленному на единицу, то есть он имеет тот же самый предел, что и вот это последовательность. Ну и вот оказывается, что пределом этой последовательности является не 0, не единица, а число e. Да. 2,7. Примерно. Ну вот. Это такой удивительный факт, да? Это можно просто проверить. Можно численно это проверить, да? Что это будет именно сходиться к этому значению. Вы это докажете? А как это доказать? Это просто по определению. Мы говорим, что вот предел существует, и мы его обозначим через e, ну потому что как-то надо его обозначить. Как это доказать? Как раз вот в нашем курсе именно так появляется буква e. Да? Вот мы определяем e как предел вот этой последовательности. Ну то, что это именно такое значение рациональное, это мы не доказываем. А степень n плюс 1 или n? Да все равно, понимаете, все равно. Хоть плюс 1, хоть плюс 2. На самом деле, в определении, конечно, вот это. И после этого вы можете доказать, что n плюс 1 имеет предел e. Да? И вообще, если это мы знаем, то это нам дает возможность изучать самые разные пределы, у которых возникает вот такая неопределенность. Не в любом пределе для такой неопределенности будет e. Вот там квадрат, e минус 1, или там бесконечность, или 0, самые разные. Сказать, что это вот именно второй замечательный предел, я сейчас не буду это говорить, потому что мы еще к этому выражению вернемся. И тогда, когда мы будем рассматривать функции, тогда мы его еще немножко обобщим, и вот то назовем замечательным пределом. Ну, собственно, это тоже
Замечательно.